Привет! В этом ролике поговорим про визы, по которым вы можете приехать на Бали. Если ты уже знаешь свой срок, на который ты хочешь приехать, тогда выбирай тайм-код, который я укажу под видео, и выбери тот срок, который на тебя наиболее оптимален. Если же ты еще приглядываешься, сравниваешь разные страны, визы, тогда можешь посмотреть все видео целиком, и, возможно, тебе что-то откликнется, и ты сможешь принять для себя правильное решение. Начну я с самого короткого срока, передвигаясь к самому большому. Сразу скажу наперед, что иногда самый большой срок может оказаться самым выгодным. Итак, поехали. Если ты планируешь пролететь на Бали до 2 месяцев, и это точно, тогда эта часть для тебя. Есть самая популярная виза, которая называется виза on arrival или виза по прибытию. Ее часто пишут аббревиатурой ВОА. И эта виза подразумевает то, что ты ее получаешь по прибытию в аэропорту. Стоит она $35. Заплатить можно наличкой, как рупиями, так и долларами. Рубли, к сожалению, не принимаются, поэтому заранее подготовь себе кэш для оплаты этой визы. Если у тебя есть работающие за пределами своей страны карты, и ты сможешь оплатить карточкой в аэропорту, тогда для тебя такой вариант тоже доступен. Но, конечно, самое надежное — это подготовить кэш. Что дает эта виза? Почти все визы, кроме рабочего КИТОСа, не дают тебе права работать на Бали. И поэтому любая деятельность, даже IT-сфера, если ты сидишь за ноутбуком и занимаешься своими делами, это все равно незаконно. Понятное дело, что это никак не контролируется, не регулируется, поэтому просто имей в виду то, что открыто работать на Бали тебе нельзя. Сюда же подходят такие моменты, как маркетинговая деятельность. Если ты выкладываешь фотографии себя и либо ищешь себе сожителя на виллу, то знай, что любая подобная деятельность в любых чатах считается маркетинговой деятельностью, а значит, ты работаешь, за что ты можешь словить депортацию с очень большим неприятным штрафом. Поэтому имей в виду, что эта виза дает тебе право пребывать на острове Бали и желательно особо не светиться по рабочим делам. Ты можешь по этой визе пребывать в течение 1 месяца, и если ты захочешь продлиться дальше, тебе интересно будет остаться до 2 месяцев, тогда ты можешь либо самостоятельно продлить визу за $35, но это потребует тебе 3 действия. Приехать в миграционную службу для того, чтобы оставить паспорт и подать заявку, и оплатить визу. Второй раз приехать на биометрию, если тебе придет приглашение с иммиграционной службы. И третий раз приехать за своим паспортом и забрать его. На что потребуется примерно 2-2,5 недели, если мы говорим за обычное неускоренное продление визы. Либо ты можешь обратиться в любое агентство и примерно за $50 тебе сделают продление, а именно отвезут твой паспорт в иммиграционную службу, отправят тебе вызов, тебе нужно будет съездить только на биометрию, и в следующий раз ты свой паспорт уже заберешь также у агента, что намного интереснее и комфортнее. Поэтому я бы написал, что стоимость с продлением будет стоить, давайте возьмем среднее по рынку, $55. Итого мы получаем, что ты можешь прожить с одним продлением 2 месяца на острове примерно за $90. Но вот если ты захочешь жить в 3-й и 4-й месяц, тогда здесь тебе придется сделать визаран, то есть покинуть страну, так как это островное государство и у нас нету соседних стран, где ты можешь выехать за шлагбаум и вернуться обратно, то, к сожалению, тебе придется брать билеты в ближайшую страну, обычно это Малайзия с столицей Куала-Лумпур, где ты сделаешь визаран, то есть выйдешь из самолета, сядешь обратно, полетишь, и ты уже влетаешь в страну как бы извне, и тем самым ты можешь активировать новую визу по прибытию. Таких виз в году ты можешь сделать 3. Это значит, что ты можешь прожить на острове Бали 180 дней с 2 визаранами по этой визе. У этой визы есть замечательные аналоги, которые называются электронная виза по прибытию. И она гораздо интереснее, потому что ты можешь сделать и загрузить документы заранее, получить PDF-файл с этой визой и просто показать QR-код в аэропорту, и тебя пропустят без всяких дополнительных оформлений визы и стояния в очереди, что очень на самом деле удобно, и я рекомендую делать именно так. На том же сайте ты можешь оформить и другую визу, не менее интересную, которая дает тебе право пребывать на острове в течение 2 месяцев. Это гостевая B211A виза, которая созвучна с всем известной спонсорской визой, о которой речь пойдет позже.
если ты планируешь приехать до полугода на остров Бали. Но эта виза не является спонсорской, и власти заявили о том, что она не продлеваемая. При этом, да, она стоит гораздо дешевле, она стоит 1,5 миллиона рупий или $100, и в принципе это выгодно делать, потому что ты ни разу не поедешь сдавать биометрию, и тебе не нужно будет тратить свое время. При этом по затратам это то же самое, что если бы ты приехал по визе по прибытию, сделал бы продление и прожил бы 2 месяца. Здесь ты просто приезжаешь и просто живешь 2 месяца, и при этом не ездишь сдавать биометрию, что очень-очень удобно. И эта виза также обязывает тебя делать визаран, и ты также можешь сделать ее 3 раза в год. На самом деле это прикольная, классная виза, если ты точно знаешь, что ты хочешь пожить на острове Бали более 1 месяца. И тогда ты просто берешь и 2 месяца спокойно живешь. Но прошу тебя не путать, эта виза не продлеваемая. Она хоть и называется как свой старший побратим, но, к сожалению, это виза для короткого срока пребывания. Есть еще одна очень странная виза, она у меня будет такой переходный вариант к более дальнему сроку. Это виза D212. На самом деле я не вижу в ней никакого абсолютно смысла. Она позиционирует себя как годовая виза, но это не совсем так. Во-первых, она дает тебе право пребывать на острове Бали только 180 дней. При этом максимальный срок пребывания может быть только 60 дней, и ты обязан каждые 60 дней делать визаран. По факту, это та же самая виза по прибытию, которая дает тебе право жить на острове Бали 2 месяца с обязанностью улететь. Для чего эта виза? При ее стоимости я не понимаю, потому что она стоит дороже, чем если ты просто будешь пролетать, например, по визе, которая я тебе сказал, B211 гостевая, где ты платишь $100 и также делаешь визаран, и это выйдет дешевле за 180 дней примерно $300, в то время как за визу D212 платят обычно больше 350 еще и за обычное оформление, так как это виза спонсорская. В общем, на самом деле это виза, которая оформляется за счет спонсора. Если вдруг такая виза тебе интересна, ты можешь обратиться ко мне, и я подскажу тебе, кто ее сделает. Но в любом случае я считаю ее бессмысленной. И вот мы подошли к моменту, что если ты хочешь жить больше 2 месяцев на острове Бали, я сразу тебе скажу о том, что нет смысла сидеть читать визы. Я просто честно тебе говорю, что если ты планируешь жить именно больше, чем 2 месяца, даже на 1 неделю больше, как ни крути, все равно самый выгодный вариант для тебя будет сделать визу B211, та самая бизнес-виза, туризм-виза, неважно. Причем эта виза может быть 2 направлений. Она может быть как бизнес-виза, я уже об этом сказал ранее, как и туризм-виза. По факту, если вы зайдете на сайт, если вы прям зайдете читать, что она подразумевает, разницы между собой нет никакой. При этом некоторые агентства используют завышенный прайс на оформление этой визы, типа она бизнес, но она также не дает тебе права никакого работать. Вся лишь разница в том, что если ты берешь туризм-визу, то твоим спонсором является местный индонезиец, либо человек, который здесь ручается. Якобы он приглашает тебя посмотреть на страну в качестве туризма, и в этой визе будет сказано, что твое направление туризм. Если же ты оформляешь эту же самую визу B211, но с направлением бизнес-толк или бизнес, то это подразумевает лишь то, что компания, потому что твоим спонсором становится компания, подразумевает, что ты приезжаешь на переговоры с ней. Но она точно так же не дает тебе права работать на острове Бали и точно так же общаться с другими компаниями. Этим часто пользуются в качестве маркетинга и завышают стоимость данной визы, хотя она делается абсолютно так же просто, как и обычная ее сестра туризм-виза. И для чего переплачивать, я тоже не знаю, потому что людей вводят в заблуждение. По факту это 2 одинаковые визы, которые не дают тебе права работать на острове. И ты точно так же, как я знаю по опыту всех живущих людей на острове Бали, можешь жить хоть 8 лет по бизнес-туризм-визе и заниматься чем хочешь, главное не светиться. Главное, чтобы не было возможности к тебе подкопаться, тогда к вопросов тебе не будет, потому что все мы здесь занимаемся бизнес-толком по факту. Поэтому еще раз, если ты планируешь прилететь больше, чем на 2 месяца, тогда добро пожаловать, твоя виза B211, либо следующая, которая дает тебе право
приехать на остров. Это такая же электронная виза, дается тебе PDF-файл, ты приезжаешь, показываешь QR-код, другие документы и попадаешь на остров. Ты можешь пребывать на острове 2 месяца, но эту визу называют полугодовой, потому что ты имеешь право сделать 2 продления и еще по 2 месяца. Но с нюансом, что ты должен будешь приехать на биометрию. Итак, если ты делаешь первое продление, тогда процедура ничем не отличается от продления визы по прибытию, с той лишь разницей, что ты должен передать паспорт своему спонсору, который отправляет твой паспорт в иммиграционную службу. Далее тебе приходит вызов на биометрию, ты едешь на биометрию, сдаешь. Далее паспорт возвращается агент, который тебе уже этот паспорт передаст. Если ты планируешь жить 5-6 месяц, тогда ты просто должен будешь передать паспорт агенту и потом его забрать. На время продления паспорт забирается на 2 недели. И давай еще раз. На первом продлении тебе надо будет съездить на биометрию, на втором только сдать паспорт. И на этом все. И ты проживаешь полгода на острове Бали. Примерная стоимость зависит от вашего агента. Если тебя эта виза устраивает, можешь обратиться ко мне, я также подскажу, где и как ее сделать. Но имей в виду, что раньше была аншор виза, причем иммиграция постоянно вводила новые законы. Я помню золотые времена, когда можно было оформлять постоянно аншор визу каждые 2 месяца, не ездить на биометрию, экономить средства, и вообще это был просто замечательный вариант, но эту тему пофиксили, и теперь нужно было продлевать в том числе и аншорную визу, и сейчас пофиксили то, что отменили вообще все аншоры. Поэтому по этой визе, по B211 офшор спонсорская, каждые полгода ты обязан покинуть остров для того, чтобы сделать визаран, и для того, чтобы, если ты планируешь жить еще дольше, возвращаться и жить по этой визе. А других вариантов на более долгий срок нету. D212 виза по итогу обойдется еще дороже, потому что надо делать 2 визарана. Если ты не планируешь постоянно выезжать, тогда вот живи по B211, но имей в виду, что это виза одного въезда, одного выезда. То есть, если ты решишь покинуть остров, у тебя сгорает все дни, и ты должен будешь оформлять ее заново. Поэтому, если ты вдруг внезапно покидаешь остров, позаботься о том, чтобы сделать следующую визу. Это не мультивиза, у тебя есть право ее активировать только 1 раз. Если же ты планируешь жить на острове больше, чем полгода, тогда я рекомендую тебе присмотреться на Китос. Есть 4 вида Китоса. Есть Китос семейный и пенсионный. В рамках нашего видео это, скорее всего, не наша история, потому что ты должен иметь либо члена семьи, либо быть на пенсии. В общем, это не наша история. Есть еще 2 Китоса. Один из них рабочий, который выдается тебе по списку профессий, и ты должен будешь доказать, что у тебя есть соответствующее образование и аккредитация по этой профессии, и также получить приглашение от компании, которая тебе дает работу, ручается за тебя. В общем, там на самом деле очень много головняка, и да, вроде бы кто-то эти визы получает, но скажу по секрету, наверное, что особых каких-то супер привилегий и безопасности на острове Бали тебе это не дает, потому что компания может от тебя, например, отказаться и либо, в общем, делать все, что она хочет с тобой. Поэтому это такая отдельная история. Скорее всего, если ты эту историю рассматриваешь, ты знаешь, куда ты едешь и почему. И остается самый популярный — это Invest Kitos. И здесь мы разделим историю напополам. На моем канале есть ролики, предупреждающие, что нужно быть аккуратнее, когда вы делаете эту визу, потому что по факту эта виза выдается учредителю компании. И те, кто знает, что точно будут делать бизнес на острове, например, заниматься недвижимостью, и если у тебя задача заниматься бизнесом любого направления, ты можешь обратиться к нам, мы тебе все сделаем красиво для того, чтобы все работало, все отчетности все сдавались, подскажем и проконсультируем по каждой сфере на острове, и очень много есть у нас партнеров, и мы просто сделаем для тебя очень вкусный сервис. То вот в этой истории, где вы открываете компанию, вы открываете саму компанию и получаете Китос как учредитель этой компании. И этот Китос дает вам право проживать 1 или 2 года, в зависимости, что вам интереснее, но мы будем говорить сейчас в рамках видео, что базово это 2 года. И ты получаешь Китос как учредитель компании. У тебя есть некоторые обязательства перед государством, ты должен будешь платить налоги, все остальное. Это уже ведение бизнеса, это в отдельном ролике. Если же ты просто хочешь получить Китос в качестве удобной визы, которая является, во-первых, мультивизой, ты можешь въезжать и выезжать в страну в любое количество раз. Ты делаешь только 1 раз
биометрию. Это когда ты приезжаешь первый месяц на остров, тогда ты идешь в миграшку, сдаешь биометрию, отпечатки и получаешь уже непосредственно сам КИТОС. Если ты хочешь покупать байк на себя, если ты хочешь не иметь проблем с симками и делать карточки банков и делать карты любых банков, тогда, конечно, эта история для тебя. И просто знаешь, что все абсолютно, нет других историй, делают компанию, куда набирают необходимое количество учредителей, и эта компания ведет нулевую деятельность, и ты получаешь КИТОС учредителя. Здесь тоже нужно быть аккуратнее с выбором партнера, потому что нужно понимать, кто как делает, какая репутация, делают ли они это все чисто. В данном случае я порекомендую тех, в ком я уверен, у кого были уже опыты перерегистрации человека и вручения нового КИТОСа, кто в этом работает уже более 5 лет. В общем, welcome, подскажу, расскажу, окажу любую консультацию. Эта виза позволяет тебе жить 2 года. Один раз делаешь биометрию, выезжаешь сколько хочешь раз, и также огромный... Меня подвел микрофон, села база, поэтому на этом видео заканчивается. Если тебя интересует долгая жизнь на Бали, тогда для тебя самый идеальный вариант это, конечно же, КИТОС, который обойдется тебе так же, как если бы ты заплатил за 1 год с учетом визаранов, всех продлений и затрат за 2 визы B211. Тебе пришлось бы делать как минимум 1 визаран, 4 продления, каждый месяц платить, а здесь ты 1 раз заплатил и 2 года живешь без каких-либо проблем, визаранов и тому подобное. Спасибо за внимание. В следующем видео мы разберем, что такое КИТОС со всех сторон. Пока!